Приветствую вас! Товары для умного дома предлагает дочерняя компания Mijia, производитель китайской техники Xiaomi. Сегодня более чем через 100 дней я получил автоматический диспенсер для жидкого мыла. А приобретал его в фирменном магазине на AliExpress за $15.70. Конечно, по прошествии более 3 месяцев этот товар достался мне совершенно бесплатно, поэтому если вы хотите также получить даром, приобретайте в магазине Xiaomi AliExpress по ссылке в описании. Трек-номер по ссылке начинается с LA, доставка из Пекина, и судя по отзывам пользователей на странице с лотом, ждать этот подарок будете долго. Давайте вскроем и посмотрим, что здесь находится. Судя по всему, здесь какой-то коробочек есть. Да, есть фирменная упаковка. И, как обычно, пару углов замяли. Внешний вид диспенсера представлен на упаковке. Все технические параметры и какие-то его возможности здесь прописаны на китайском языке, поскольку данные устройства предназначены именно для китайского рынка. В комплекте отсутствуют 4 батарейки типа 2А и из контейнера слит мыльный раствор. Но осталась инструкция на китайском языке и сам диспенсер со съемным баком объемом 320 мл. Данный пластиковый контейнер заполняется мыльным раствором в пропорции 70% воды и 30% жидкого мыла. Кто-то заполняет в пропорции 50/50, все как бы опытным путем. Диспенсер изготовлен из яркого белого пластика, его полная высота с присоединенным баком 190 мм, ну а диаметр 73 мм. Сверху имеется единственная сенсорная кнопка с логотипом Mijia для управления подачей раствора. С ней нужно быть аккуратнее, поскольку срабатывает от легкого касания, например, когда протирается пыль на крышке. Спереди имеется сопло для подачи мыльной пены. Оно установлено под углом к пользователю. Под ним фотодатчик, по которому срабатывает механизм подачи пены. Снизу расположена поворотная крышка. Согласно значку, она туго открывается поворотом против часовой стрелки. Крышка имеет резиновый уплотнитель. Для питания используются, как я сказал выше, 4 батарейки типа 2А напряжением 1,5 вольта. Но можно использовать аккумулятор напряжением питания 1,2 вольта. Диспенсер имеет защиту IPX4, то есть защиту от брызг воды. Крышка на контейнере крепится на защелках. Поддев их плоской отверткой, можно снять крышку и заполнить бак мыльным раствором. Данного объема хватит, по заверениям производителя, на 400 порций пены. Затем на контейнер накручиваю дозатор. При нажатии на сенсорную кнопку она подсвечивается белым светом. И диспенсер готов к работе. Насос работает достаточно тихо. В нем нет переключения режимов, при котором формируются разные объемы пены, только вот такой. И пена очень воздушная и приятная на ощупь. Также нет возможности уменьшить этот объем, если руку убрать из-под сопла. Дозатор выдаст стандартный объем, который стечет мимо. Рекомендуется подносить руку на расстояние до сопла не ближе 7 см, чтобы не запачкать фотодатчик. Но если все же пена на него попала, то дозатор сообщит о проблеме мерцанием кнопки оранжевым цветом. Для его выключения еще раз касаемся кнопки, и на этот раз она подсвечивается оранжевым цветом. Диспенсер существенно экономит жидкое мыло, стоит недорого, шумит негромко, неприхотлив к элементам питания. Обычные батарейки обеспечивают работу дозатора в течение 9 месяцев. Можно использовать с моющим средством для посуды, но потребуется опытным путем подобрать соответствующую консистенцию для оптимальной работы насоса. К покупке однозначно советую, ну а вы оценивайте это видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, чтобы встретиться здесь снова. На этом с вами прощаюсь, пока увидимся.